пациента была операция установка кейджев с 5,6-7th1. В данный момент чувствую себя плохо, онемение и слабость правой руки, онемение левой руки нижней части головы и ног. В начале августа сделал МРТ, сказали очаговые повышения МР-сигнала и абсолютный стеноз. Повторил МРТ на днях, в заключении написали них его похоже. Также сильно беспокоит боли в шее и между лопатками. Врачи говорят по-разному, кто-то нужна повторная операция, так миелопатия и стеноз, кто-то этого ге видит. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 33 лет, дата исследования 25.08.2023 год. Область исследования: шейный отдел позвоночника, шейный лордоз сглажен. Дугообразных искривлений вертикальной оси не выявлено. Тело позвонков в зоне сканирования дегенеративно изменены. По передним и задним краям тел позвонков визуализируются заостренные контуры. Межпозвонковые суставы гипертрофированы, суставные щели их неравномерно сужены. Структура тел позвонков с 1-7 однородна. Отмечается сужение высоты и признаки дигидротации межпозвонковых дисков, преимущественно на уровне С4-С7. В зоне сканирования спинной мозг обычных размеров, структура его однородна. Межпозвонковые диски шейного отдела позвоночника циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе сзади С2, С3 не смещен сзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 13 мм. С3, С4 не смещен сзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 13 мм. С4, С5 не смещен сзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 10 мм. С5, С6 установлен кейдж, просвет позвоночного канала достоверно не оценить, из-за артефактов от металла. С6, С7 не смещен сзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 11 мм. С7th1 установлен кейдж, просвет позвоночного канала достоверно не оценить, из-за артефактов от металла. Заключение: МР картина дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. Состояние после установки кейджев с 5-6-7th1. Рекомендована консультация невролога. 27 августа 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: какие-то странные кейджи у вас, от них не характерно много помех. Эти сегменты достоверно не оценить из-за помех от металла. Но скорее всего там какой-то компрессии нет. В остальных сегментах данных за компрессию нервных корешков нет. Вопрос пациента: можно ли уточнить у врача, имеет ли смысл переделать МРТ в другой клинике. Я просто не понимаю ситуацию данную, мне делали МРТ 3 августа, там и нейрохирурги и рентгенологи писали абсолютный стеноз и участок очагового повышения МР-сигнала миелопатия. В данном случае ничего нет. При этом у меня сильные боли. Ответ к М.Н. Котова М.А. Данных за абсолютный стеноз нет. А вещество спинного мозга на предмет миелопатии лучше смотреть на МРТ с контрастом.